Сегодня я расскажу ПП-вариант кокосовых печенек, так что если вы любитель баунти и прохлады, то этот рецепт для вас. Состав печенек у нас будет вот такой. Ох, господи, какое солнце яркое. Я напишу его еще и в описании. Давайте начнем. Для начала нам нужно будет взять кокос и размолоть его. Задача вообще не очень простая. Вы просто посмотрите, сколько пакетов у нас. Несмотря на то, что чаще всего, когда мы идем в магазин, у нас с собой есть многоразовая барсетка, очень часто я заказываю доставку продуктов. Минимум 2-3 пакета. С этой горой просто невозможно справиться. Я нашла карту пятерочки. Человек в обслуживании пластика. Как много пластика мы потребляем. И самым лучшим способом будет взять какую-нибудь доску, положить на поверхность, которая может выдержать эти удары, и стучать молотком именно по середине кокоса, то есть по его продольной части, чтобы он треснул пополам и раскрылся, как в рекламе. Кстати, перед этим, если вы собираетесь употреблять кокосовое молоко, которое внутри него, можно попробовать вскрыть кокос именно в тех местах, где у него расположены дырочки. У каждого кокоса одна из этих 3 дырочек точно не закупорена. Я же молоко использовать не буду, никто у нас его не пьет, а все, что выльется, я просто соберу в стакан и потом, может быть, буду использовать в качестве удобрения для цветов. Для перемалывания кокоса я буду использовать погружной блендер, но на самом деле я бы не порекомендовала этот способ. Лучше использовать блендер настольный, потому что он все равно будет мощнее. Я уже много раз готовила эти печеньки. Один раз было такое, что я купила 2 кокоса, чтобы приготовить печенье побольше. Уже перемалывала 2-й кокос, у меня блендер так сильно перегрелся, что он просто перестал включаться. Ну, слава богу, через день он ожил. Если у вас нет блендера, то можно, конечно, подзапариться, все настругать на терке. Но это будет очень долго, сразу говорю. Но хочу отметить, что, используя блендер, уходит тоже очень много времени, потому что он постоянно забивается, так как кокос очень жирный, и приходится выскребывать. Я использую палочку для суши, чтобы не лезть туда пальцем. В принципе, на 1 кокос у меня по времени ушло минут 20, чтобы полностью его перемолоть. Я использую стандартную емкость от блендера, она достаточно глубокая, чтобы ничего не разлеталось. И примерно по 1 кулачку нарезанного кокоса кладу в блендер и каждый раз перемалываю его по 2 раза. Получается такая хорошая стружка. В ней попадаются маленькие кусочки, но они нисколько не мешают потом есть печенье. Наоборот, у него достаточно приятная текстура. Можно, конечно, использовать не цельный кокос, можно использовать кокосовую стружку. Придется, скорее всего, либо использовать еще кокосовое масло в составе, либо добавлять сливочное или маргарин. Я не пробовала такой рецепт, потому что, мне кажется, это вообще невыгодно, так как кокосовая стружка, ее понадобится очень много, и еще и сверху нужно какое-то масло докупать, поэтому я бы не рекомендовала такой рецепт, но при желании, конечно, можно. Включила духовку не совсем заранее, но просто потому, что она довольно быстро нагревается. Лучше было бы включить заранее, особенно если у вас духовка не электрическая. Обычно их запекают при 180 градусах. Я ставлю 200-220. Но моя духовка, она немного медленная, как будто бы. Времени приходится выпекать чуть дольше, чем, скорее всего, было бы в обычной газовой духовке. Я выкладываю печеньки на противень довольно большими порциями, хотя можно было бы сделать их чуть меньше. В принципе, на 1 кокос как раз-таки 1 вот такой небольшой противень выходит. Я немного приподнимаю пальцами структуру печенек, то есть они
не полностью гладкие, я не стараюсь сделать их круглыми. Мне нравится, когда они похожи вот на ежика, когда запекутся. Они очень мягкие, но выглядят так прикольнее, когда они подзапекутся. У меня не оказалось ванилина, поэтому для аромата я пустила немножко мускатного ореха. Можно вообще никаких ароматизаторов не пускать. Печенья и так очень ароматные получаются. Они прям очень сильно пахнут кокосом. Я продержала печеньки примерно минут 20, из которых 15 минут держала их на общей мощности. И последние 5 минут я переставила печеньки повыше и включила верхний нагрев, чтобы они сверху немножко подрумянились. Но можно было бы минутки на 2 меньше подержать. Так что, если у вас газовая духовка, я бы рекомендовала не больше 15 минут на 190-200 градусах. А если у вас духовка слабо доходящая, если она электрическая, то, скорее всего, подержать печеньки нужно будет подольше, и температуру можно градусов на 10, даже на 20 поставить побольше. Но главное, конечно, следить за печеньками. Можно духовку открывать, можно доставать, смотреть, ничего с ними не будет. Кроме яйца там пропекаться нечему, потому что структура кокоса, она практически не изменится. Поэтому, если продержать печеньки 10-15 минут, то они в любом случае будут готовы. Пахнет просто великолепно.